Здравствуйте, мои дорогие зрители! Привет, привет! Добро пожаловать на мой канал. Вы на канале Мальфарова свеча. Сейчас мы с вами поработаем, сделаем отливку, чистку. В конце предлагаю интересный ритуал, а может быть даже два коротких, да, но таких очень важных. Давайте поработаем, да, посмотрим, что скажет сегодня свеча. Все, что счистим, весь негатив с вашей ауры, да, с вашего энергополя, все здесь запакуем в воск, и я это аннулирую, я это выброшу. И в конце, говорю же, будет классный ритуал, поэтому настраиваемся на плодотворную работу, дорогие мои. Спасибо, что вы со мной от всей души, моих зрителей, подписчиков, спонсоров, донаторов, всех-всех благодарю от души. Ну так, начинаем. Здесь идет, вот смотрите, четко человек осознает, что надо что-то менять. Знаете, как болотце какое-то, как засасывает. В общем, не то. Как будто человек уже на этом месте сделал все, что мог. И будет такие, может, уже есть эти мысли у вас, да, что надо что-то менять, потому что как остановился рост, как болотце, как нет реализации. Вот я вижу, что вы берете с собой все, что у вас есть, я имею в виду а, ваш опыт, ваши умения, все, что вы можете, да, все, что есть у вас в ваших руках, и куда-то отправляетесь, будете что-то менять. Возможно, работу, возможно, переезд даже у кого-то будет. Просто потому, что вы поняли, что все как бы слишком не так, как вам надо. Вам хочется новых высот, а там, где вы находитесь, вы их уже не видите. Так, начнете что-то как с нуля, как сначала, но не с нуля. Почему? Потому что будет гораздо легче, чем когда-то вы начинали, потому что уже есть у вас, скажем так, за душой есть ваш опыт, ваши вот эти умения. Настойчивых ждет большой успех. Вот что я скажу. Так, дальше. Идет знакомство с человеком очень интересным. Вы знаете, суперпрофессионал. Много может вам дать, подсказать, какие-то советы или протекция, вот такое что-то. А зависти много будет. Будут люди завидовать вам, что у вас есть такой друг или такой мужчина рядом с вами, да? Так, будут люди, да, прямо рвать и метать, думать, да, почему она что лучше всех. Так, мужчина, смотрите, блестящий спец, интеллект, разум, логика, все это его характеристика. Но я хочу сказать, может еще зайти этот мужчина, в общем-то, и не профессионально, не только в сфере реализации, а все-таки и в личной сфере. Смотрите, сколько черного видно вам. Видно, да, прям вот гарь такая. Это все людская вот эта зависть. Так что кому-то будет вообще прям аж на душе кошки будут скрести, что у вас такой мужчина рядом. Так, кто это может быть, девочки? Может быть, юрист, там, адвокат, доктор, такая благородная какая-то профессия. Но ему соответствовать, конечно, надо. Ему должно быть с вами тоже интересно. Так, все это мы прочитали дальше. Ой, вижу такую любовную идиллию, взаимопонимание 100%. Вы знаете, каждый отдает себя партнеру как без остатка, как без экономии, да, без задних мыслей, без скелета в шкафу. Вот такая искренняя, истинная, чистая любовь. Вы знаете, вы пронесете это чувство через долгие годы. Вот реально кто-то встретит свою половинку, своего человека. Редкое созвучие энергии идет. Вот так вот вы подойдете друг к другу во всех аспектах. Все в восьмерке начинается. Восьмерка люминесцента, знак бесконечности. Знаете, и будете вы под этой восьмеркой вместе по жизни идти. То есть знак бесконечности. По судьбе друг другу, да. Здесь еще восьмерка может, знаете, какую роль играть? Может быть, например, 8 числа познакомитесь, или там вот праздник будет 8 марта, да? Либо у кого-то из вас восьмерка будет значимое тоже число, например, день рождения там или еще что-то. Вот, ну, можете так. Это не очень так уж важно. Здесь она сыграла роль просто долговечности ваших отношений, но тоже можно обратить внимание. Так.
Дальше. Ах. Вы знаете, здесь вот вижу, как будто кто-то так очень творчески подойдет к какому-то делу. Ам, ну, как-то не так, как другие люди, знаете. И вы получите очень много приятных таких отзывов о вот вашем каком-то деле, о вашем творческом эксперименте. Может быть, это с рукоделием связано, что-то, что вы руками умеете делать. Вот. Тортик там какой-то украсите, испечете там невероятный или еще что-то, что вы умеете делать. Будут люди восхищаться, интересоваться. Может быть, даже это изделие, например, покажете своим не то что друзьям там и родным, а вообще чужим людям, да, например, в соцсетях. Будет вам такой праздник души. Очень будет приятно все-таки, что много людей как бы заценят вот эту вашу такую изюминку такую. Так, смотрите, идет творческое приглашение. И вижу, что такое значимое для вас событие. Будете как-то по-особенному собираться на эту встречу, на это свидание. Какой-то важный и интересный для вас человек. Вам хочется произвести впечатление, кстати, у вас получится. Самое интересное, что он точно так же, он такие же эмоции испытывает, понимаете? Он также волнуется, да. Вы знаете, здесь вот какая-то зарождается, будет зарождение чего-то, начало отношений ярких и прекрасных, скажем так. Я также вижу, что вы оба заняты довольно очень, да, но друг для друга вы всегда найдете время. Вот так. Скорее всего, взрослые люди, у которых много э, ну, каких-то важных дел, работа, там, родители, допустим, дети, эм, когда вот есть какие-то, знаете, долг, там, обязанности, да, что надо еще время это выкроить на эту встречу, но вы всегда будете находить друг для друга время. Ой, вот здесь вот что-то негативчик вижу. Смотрите, есть у кого-то женщина, как подруга или соседка, кто-то вхож в дом, несет негатив. Причем, смотрите, здесь может так быть, что, с одной стороны, может быть так, что человек, ну, в душе несет негатив, да, то есть приходит, там, улыбается, а на самом деле, ну, разные негативные есть мысли там и чувства, да. А может еще такое быть, что человек как бы и не транслирует негатив, но все равно он его приносит самим своим фактом, то, что человек пришел к вам, да, что, допустим, не нравится вашим родным, вашим людям, с которыми вы живете, допустим, там, ну, в любом случае, вот этот человек приходит к вам в дом, и получается тогда как бы там ссоры, какие-то напряжения получается, да? Вот. Ну, тут какая-то такая идет история. Вот этот человек перестает к вам приходить, и налаживается все в доме. Поэтому, да, влияние какое-то идет от человека. Но здесь как будто она сама перестанет приходить почему-то. Может быть, свои какие-то другие дела появятся или куда-то уедет. Ну вот вы прямо заметите вот резко, да, что человек как провоцирует, да, приходит и потом начинается у вас какой-то негатив. Вот сейчас будет налаживаться, причем вы это очень четко как бы заметите, вот эту связь. Так, идет финансовый рост. Интересно здесь, как будто там, где его не очень-то и ждали, знаете, почему-то вот в какое-то дело, может быть, человек начал и думает, да, ничего не получится, да, ну, как-то пойдут к вам как косяком, клиенты, допустим. Либо если у вас бизнес, вы продаете что-то, да, то здесь, возможно, какой-то продукт у вас, на который вы вообще-то и не рассчитывали, да, на успех, а он как выстрелит, да, как станет успешным, я имею в виду, да, желанным таким у покупателей. Даже будет пересмотр ценовой политики, то есть, возможно, даже будете, не знаю, поднимать, может быть, цену, допустим, что такое. Идет финансовый рост, и будете вы очень рады, да,
И будете понимать, что вам еще учиться и учиться, да, что вы, может быть, считали себя суперспециалистом, но всегда есть чему учиться и куда расти, да, потому что вы вот на вот этот момент как бы вообще не думали, что там что-то может сбываться, так скажем, что-то может классное вам прийти. Так, здесь вот что-то интересное, ну-ка. Смотрите, вижу циферблат, круглый такой, да, и вот сверху сидит человек, и внизу человек. А потом он берет вот так вот, диск этот резко крутится, разворачивается, и люди оказываются, вот один, тот, что был вверху, вниз отправляется, тот, что внизу был вверх. Это будет кто-то меняться местами. Причем кто-то, кто был внизу, а это может быть, конечно, да, какие-то и проблемы, или недостатки, или финансовые, или там, может, работы не было, да, вот он раз и вверх. А другой человек, у которого все было раз и вниз. Ну, поскольку вы здесь показаны плотно, вот два человека, значит, это все-таки не чужой человек, это какой-то, ну, интересующий вас, или друг, подруга, или родной, может быть, даже человек. Я имею в виду, эм, ну, так бывает, знаете, что-то вот, какая-то будете как меняться местами с кем-то. Ну, просто кто может еще быть показан, да, так плотно, с кем вы можете меняться местами? Ну, не с чужим же человеком на улице, да, понятно, что значит это будет кто-то такой человек, играющий роль какую-то в вашей жизни, не последнюю, скажем так. Так. Ну, понятно, что для того, кто снизу вверх поднимется, это хорошо, а для другого, кто вот опустится, тому не очень. Дорогие мои, на этом мы закончим. Почему? Потому что сейчас у нас будет что? Ритуал. Одну секундочку, я приготовлюсь. Вы не заметите, я выключу, да, видео и сразу же включу. Для вас это не будет заметно. Итак, первый заговор. Смотрите, прежде чем я его прочту вам, я вам такое скажу. Слушать вы его, вот можете сейчас послушать, а затем послушать еще раз вечерочком, как-то наедине, желательно без одежды, без заколок никаких, без резиночек на голове, да, вот колечко, если обручальное, можно. Итак, и ну вот вы прежде чем слушаете, поставьте рядышком возле себя воду или в стакане, или в какой-то любой другой емкости. Слушайте вот этот ритуал, да, вот этот заговор, что я говорю, а потом пойдите, можно уже накинуть что-то на себя, пойдите в душ и вылейте на себя, прям вот на голову, да, себе, и пусть так водичка стекает по вашему лицу, по щечкам, там, по рукам и так дальше, по телу. Это может быть и стакан воды, ну просто вылейте, вот начиная, как говорится, с макушечки, да, можно больше воды, как угодно. Здесь как бы сам факт, что это должна быть именно вода, вылейте на себя. Итак, я вам сейчас прочту этот заговор. Это у нас идет на омоложение, омолодиться на новую луну. Так вот он у нас и называется. Итак, мы начинаем. Мать луна, ты омолодилась, в лан новый, тонкий, месяче обратилась. А помоги же ты мне, крещенной, Божьей рабе, имя. В свете твоем молодом родиться, на твоем молоднячке помолодиться. Будьте мои ланиты свежи, будьте мои губы красны, щеки будьте румяны, волосы духмяны. Сойди с меня, моя дряхлота, вся моя бабская маята. Луна на убыль пойдет, старость уйдет, на прибыль месяц пойдет, красота придет. Кланяюсь тебе, луна, мать, позволь мне, что прошу, забрать ключ, замок, язык. Аминь, аминь, аминь. Итак, достаточно один раз. Захотите, можете, я напишу вот этот заговор под видео, можете прочесть для себя еще несколько раз. Можете это практиковать там раз в неделю, допустим, да, душ принимаете и проговариваете, но только на новую луну, на растущую луну. Поняли, девочки? Так, я вам запишу этот заговор, я вам его дала. И второй заговор сейчас, это, мои хорошие, у нас будет укрепить отношения в паре, в семейной паре, либо в паре встречаетесь, вы влюбляетесь, как говорится, да? Давайте здесь 3 раза надо будет прочесть обязательно. Итак, кручу-верчу, нечистого запутать хочу. Пусть время построит дорожки, отвернет беды от нашей семьи, либо от нашей пары. Тут произносите имя
либо всех членов вашей семьи, либо ваши и вашего мужчины, да? А путь нам простелит через любовь, защиту и благополучие здесь и сейчас, да будет так. Ключ, замок, язык. Кручу, верчу, нечистого запутать хочу. Пусть время построит дорожки, отвернет беды от нашей пары, имя, имена. А путь нам простелит через любовь, защиту и благополучие здесь и сейчас, да будет так. Ключ, замок, язык. Кручу, верчу, нечистого запутать хочу. Пусть время построит дорожки, отвернет беды от нашей пары. Тут имя, имена, а путь нам простелит через любовь, защиту и благополучие здесь и сейчас, да будет так. Ключ, замок, аминь. Вот такие у нас заговоры сегодня, девочки. Все напишу под видео, да, чтобы вы могли использовать их и дальше. Вот мы с вами такие молодцы, такие умнички большие. И секундочка, еще здесь посмотрю, что у нас здесь еще покажется. Так. Ну, вот смотрите. Вижу, что стоит женщина. Ну, может, женщина. Ну, если и женщина, то крупная, да, крупных размеров. И стоит так, выговаривает кому-то так, машет, знаете, рукой, либо пальчиком, что ты там не так делаешь. Это может быть дочке, похоже тоже на женскую фигурку, а может быть это на работе, например, начальница как бы отчитывает, да. Вы знаете, ну, здесь может быть показан человек, вот больше похоже все-таки на чиновницу, начальницу, на что-то такое, чем на родного человека. Потому что вот она стоит, вот у нее в руке это, ну, или палка, или вот она сама рукой машет, а вот эта женщина. Вот смотрите, она стоит, какая у нее фундамент какой. Смотрите, сплошные колючки. То есть здесь человек, ну, которого у самого, как говорится, нет чистых мест, да, человек, который сам очень много делает чего неправильно или неправильно живет. Ну, в общем, не тот человек, который может указывать, рассказывать, воспитывать и так дальше, да. Вот. У этого человека за спиной стоит большая проблема, которая скоро вылезет, расправит крылья, и этот человек, ну, скажем, почувствует вот эти проблемы, будет с ними справляться. Вот такой момент увидела. Так, дальше. Знакомство идет с человеком, мужчина, девочки, очень сильный. Это его характеристика внешне, вот как борец какой-то или, не знаю, боксер, вот так вот он выглядит. Вот, характер тоже очень, не то что плохой там, а, ну, как сказать, со стержнем такой мужчина, знаете. Вот, как сказал, так и будет, что называется. Но в отношениях с женщиной, в семье, допустим, да, надежный, вот как этот бычок, которого я вижу, да, и с ним будет защищенно. Скажем так, для своей семьи все сделает, все, что только в его силах. Вот такой идет человек кому-то, заходит в вашу жизнь. И здесь сверху прям вот крылья ангела, поэтому здесь могут, видите, вот они крылья ангела, вот он бычочек. Здесь может кому-то заходить в вашу жизнь мужчина для семьи, вот такой, которого мы только что увидели. Так. И примирение также вижу. Примиряются два человека, вот так вот присели, склонили головы друг к другу, знаете как? И, ну, как простили, что ли, друг друга. Кто-то, может быть, оба виноваты, может, один кто-то в чем-то виноват. Вот примирение идет, прощение. Вот такой момент. Здесь еще какой-то финансы, интересно, странно даже, можно сказать, было разделение финансов, а потом заходят в одно. Может быть, это даже вот когда люди действительно, допустим, ну, не жили вместе, да, и да, понятно, что финансы были разделены, а потом снова заходят в пару, и как бы уже объединение идет финансов. Либо это какой-то бизнес-проект будет, когда люди объединяют свои какие-то финансы, да, и что-то начинают вместе. Кстати, очень устойчивый вот этот фундамент объединенный. Так что это что-то хорошее должно быть. Весь негатив, что был, мы собрали, да, и я над этим еще поработаю, дорогие мои. Поэтому уходите с чистки вы у меня чистенькими, вот, красивенькими, хорошенькими, здоровенькими, да, и еще с двумя очень даже классными заговорами. Все, до новых встреч, спасибо. Не забудьте, пожалуйста, лайк и подписка. Это то, что я прошу от вас. Все, пока-пока, спасибо, дорогие мои.